Всем привет! Сегодня мы продолжим говорить о том, какие появились нововведения в Swift версии 5.0. И сегодня я планирую поговорить про динамически вызываемые типы, про атрибут Dynamic Callable, который был доступен в Swift 5.0. Вообще, что это за атрибут, что он делает. И сегодня давайте посмотрим в этом видео, попробуем разобраться в этом атрибуте новом. Для того, чтобы использовать этот атрибут, то мы должны его написать вот таким вот образом перед типом, перед тем, как мы создаем какой-то тип. Давайте я вам сейчас покажу. Вот так вот мы пишем этот атрибут. И он позволяет добавить некоторый такой синтаксический сахар при вызове методов нашего типа. Почему? Потому что он позволяет нам обращаться к этим методам напрямую, да, то есть обращаться напрямую к типу определенному. И для того, чтобы это работало, то мы должны внутри типа написать один или два метода, которые я вам сейчас ниже покажу. Смотрите. То есть мы должны внутри определенного типа создать либо вот такой вот метод, который используется с аргументами, но без метки, без имени параметров. И второй метод, он используется для того, чтобы, если мы хотим использовать имя параметра, да, при передаче какого-то аргумента, да. Ну, может быть, это сейчас не совсем понятно, поэтому давайте мы на примере это все рассмотрим, потому что наглядно это будет, так сказать, более понятно. Давайте сначала мы рассмотрим вообще, как мы работаем с обычным кодом Swift и когда может понадобиться вот этот новый атрибут, да. По идее, смотрите, да, если мы хотим создать, к примеру, какое-нибудь рандомное число, то можем создать, например, такую вот структуру, которая генерирует рандомное число. Да? Вот здесь, в принципе, мы что можем сделать? Да? Мы здесь создаем определенный метод, который создает нам рандомное число. Вот здесь мы просто указываем максимальное число. Вот. И здесь мы говорим в пределах какого вот диапазона генерировать это рандомное число, которое будет типа double. И потом, когда мы хотим вызвать, точнее создать экземпляр этого типа, то мы что должны сделать? Мы должны, например, создать, например, так вот, таким образом, let random, да, смотрите, равно, и вызываем, то есть создаем этот тип, да, random, инициализируем этот тип, random number generator, да, вот. И потом мы обращаемся к этому типу random, к этому экземпляру, и вызываем этот метод. То есть, так как Swift это у нас строго типизированный язык программирования, да, то мы не можем взять напрямую, да, и обратиться к этому числу. То есть мы должны указать имя метода, как здесь видите, параметры, которые мы здесь указали, да, то есть параметр аргумента, да, то есть имя параметра вот здесь вот, да, вот здесь мы указали. И иначе мы не сможем это сделать. То есть если мы как-то изменим имя параметра или, допустим, его опустим, так сказать, да, допустим, захотели вот так вот написать, да, то у нас не получится, да. Почему? Потому что для Swift это нетипично, это будет выглядеть как ошибка, и код не будет компилироваться. Почему? Потому что, еще раз повторю, да, потому что Swift это строго типизированный язык программирования. Но если кто-то хочет использовать Swift с такими динамическими языками программирования, как, может быть, Python или другие языки программирования, да, например, JavaScript, да, то можно добавить этот атрибут, как я уже сказал, да, dynamic callable, для того, чтобы, так сказать, добавить такой некоторый синтетический сахар, чтобы использовать его немножечко так, как они привыкли это использовать. Давайте рассмотрим, как это можно сделать. В принципе, вот это вот мы уберем. Вот этот код я закомментирую, чтобы он у вас был перед глазами. И давайте мы адаптируем вот этот тип и сделаем его динамическим, вызываемым, да. Так, с помощью, как я уже говорил, с помощью параметра атрибута dynamic callable, вот таким вот образом, да, то есть перед вот этим типом, да, перед структурой, перед именем типа мы ставим вот этот атрибут, и потом мы адаптируем вот этот метод, который мы здесь создали, да, чтобы он назывался вот таким вот образом, dynamical call, и мы используем один из методов, чтобы использовать имя атрибута для параметра. И, как вы видите, здесь у нас используется словарь, который основан на дженерике, да. И мы здесь можем в качестве параметра, имени параметра задать какое-нибудь текстовое значение, да, типа string, и в качестве аргумента передать значение типа int. И, в принципе, здесь у нас происходит внутри этого метода то же самое, что и здесь, в принципе, да.
Мы здесь указываем количество нулей, которые мы хотим видеть максимально, да, в числе. И потом это у нас максимальное число здесь генерируется. И потом здесь вот мы используем double random, да, и выбираем какое-нибудь рандомное число типа double. В принципе, здесь у нас как бы здесь ничего нового. Единственное, что мы используем метод вот таким вот образом, да, вот с таким вот названием и с такими вот аргументами. И вот с таким вот типом. И вот таким вот возвращаемым значением. Теперь что мы можем сделать? Давайте мы рассмотрим это на примере. Создадим экземпляр этого типа let random. И смотрите, что у нас теперь будет возможно благодаря вот этому атрибуту, да, который я вам сказал. Вот он этот атрибут. И что становится возможным благодаря этому атрибуту. Смотрите. Теперь мы можем сделать, вызвать, да, допустим, какое-то рандомное значение, да, result, так, равно. И смотрите, мы обращаемся к этому экземпляру random. Также мы можем вызвать имя вот этого типа, точнее, имя этого метода, вот так вот, да, передать значение, как здесь мы указали, да, вот, можем это сделать, да. Это у нас будет выглядеть вот таким вот образом. Смотрите, здесь можем передать словарь, да, допустим, здесь у нас будет, допустим, вот такое вот значение, смотрите, в качестве параметра. И в качестве значения у нас будет число, допустим, ну, у нас будет 2 нуля, да, вот смотрите. Запускаем. Здесь мы можем print распечатать result, да, так, допустим, так вот, секундочку, random используем интерполяцию, чтобы вы видели, как у нас рандомное число. Вот, вот у нас сгенерировалось рандомное число, и как видите, у нас получается максимальное число у нас будет, как здесь указали, 2. Давайте я вам покажу здесь, допустим, здесь сюда, чтобы вы это видели. Так, тоже print. Так, максимум. То есть вы видели, чтобы вы видели максимальное число. Вот. Максимальное число у нас будет единица с 2 нулями. То есть получается, смотрите, да, если я вам указал, вот здесь двоечка, да, то есть получается это будет десятка во второй степени, да, десятка в квадрате, да. Если бы указал бы здесь 3, то это будет 10 в кубе, да. То есть у нас будет тогда у нас 1000, да. 1000 у нас число будет максимальное, и потом у нас генерируется рандомное число от нуля, видим, да, вот от нуля до максимального числа, вот здесь, который я здесь указал, да. Вот здесь у нас будет 3 нуля, то есть или 10 в третьей степени, ну или так далее. Вот. Ну, не суть, да, и речь не об этом, а о том, как мы можем использовать вот этот синтаксический сахар благодаря вот этому вот атрибуту. То есть, как вы видите, то, что привычно для Swift, вот мы указываем random через точку, да, то есть обращаемся к экземпляру, точный синтаксис, и обращаемся к имени метода, да. Но вот этот атрибут позволяет, так сказать, вот это вот немножечко упростить и сделать это по-другому. Да, вот смотрите, это можно сделать вот таким вот образом. И здесь можем передать параметр, допустим, это также у нас будет называться, да, количество нулей, и передать здесь какое-то число. Да. То есть это благодаря вот этому атрибуту также будет работать. Смотрите, да. То есть без этого атрибута Swift, язык Swift, да, этого нам не позволил бы сделать. Но благодаря этому атрибуту, то есть мы можем здесь, так сказать, вызывать так, как нам это удобно, и строгая типизация Swift, она все равно сохраняется, потому что вот это значение result, он все равно будет у нас double, тип у нас не изменится, но мы можем здесь по-разному, так сказать, вызывать эти методы, то есть напрямую, без использования названия вот этого вот метода. Даже что можем еще сделать? Даже если мы используем вот этот вот метод, да, вот здесь вот, то можем даже взять и даже вот этот параметр, так сказать, полностью убрать, лейбл, да, для имени параметра, и тогда у нас будет как пустая строка, и тоже это все равно будет работать. Смотрите, да, все равно это у нас работает, да, вот. Также можем указать здесь и второй параметр, точнее не параметр, а метод, да, который выглядит вот таким вот образом. Сейчас вам покажу. Так вот, можем использовать либо один, либо второй, либо оба из этих методов. Вот он второй метод, он так вот он выглядит, смотрите. Он отличается от этого тем, что он как раз вот позволяет работать только вот таким вот образом. Здесь мы можем передавать число, да, можем даже передавать через запятую
несколько чисел, да, вот так вот можем это передавать, вот, это все равно будет у нас работать, да, потому что здесь мы на вход ожидаем массив. И если мы используем какой-то из этих элементов, да, на данном случае мы используем элемент по индексам 0, да, первый элемент, и используем какое-то значение, да, вот здесь, вот так это у нас работает. Но смотрите, какая штука. Если мы используем вот этот метод, да, то мы здесь уже не сможем указать имя параметра, да, как вот здесь было указано, как у нас здесь, смотрите, вот так вот. Это уже у нас не получится, да, вот так. Это будет уже неправильно, да. Но если мы этот метод сохраним, вот так вот, да, то можем это сделать. Но тогда нам нужно здесь будет передать значение int. Вот смотрите, да. Вот значение int мы здесь передали, вот здесь вот передали, да. Можем указать либо так вот, либо как-то одно значение, да, передать, либо без этого аргумента. Но я думаю, вы поняли суть, да, то есть мы можем использовать либо два этих метода здесь, либо один из двух, да, то есть как нам это угодно. Так, ну, в принципе, я предлагаю вот этот метод удалить и оставить вот этот метод, и тогда мы можем его использовать вот таким вот образом, либо как-то вот так вот использовать. Здесь у нас как-то больше возможностей получается, да, больше, так сказать, возможностей для выбора, да, вот. Но я напомню также, что мы можем, да, имеется у нас также возможность вызвать этот метод полностью по его названию, либо напрямую указать значение. Так. Давайте подытожим, зачем нам вот этот атрибут нам нужен, да? Для того, чтобы обращаться, так сказать, напрямую к типу, не используя имя методов, то есть в обход этих методов, да, название методов. И это будет работать, этот атрибут, хочется отметить, что он будет работать с классами, структурами, как мы здесь видим, с перечислениями и с протоколами. И как я вам уже сказал, да, если мы используем вот этот метод, да, dynamic callable call с параметром with keyword arguments, да, и не реализуем второй метод, да, то мы все равно можем вызывать вот этот метод без имени параметров. То есть это все равно это возможно, да. Еще один такой момент, да. Мы не можем добавить вот этот атрибут dynamic callable к расширению. То есть это у нас не будет работать. То есть мы должны его использовать к основному определению типа. Третий момент. Если мы, допустим, делаем функцию, которая генерирует ошибку, да, то есть помечаем функцию, допустим, как вот таким вот образом, да, throw, да, то тогда мы здесь должны тоже вызывать эту функцию как try, да. То есть это у нас все равно тоже это будет работать. То есть мы можем эти методы вызывать как функции, методы, генерирующие ошибку. И тогда перед вызовом этой функции мы должны писать try и обрабатывать ее в блоке do-catch. Либо можем использовать опциональный try для того, чтобы, если мы не хотим, чтобы вызывалась какая-то ошибка, да, допустим, если что-то пошло не так, то тогда это у нас значение просто будет, не будет значения, будет просто nil, да, вместо double. Вот. Это еще один момент, который здесь хотелось бы отметить. И так. И еще один последний момент. Если мы создаем какой-то тип с этими методами, которые я вам указал, да, вот этот первый метод и второй метод, сейчас вам еще раз покажу. Это не означает, что мы не можем использовать какие-то дополнительные методы, да. Вот если мы используем вот эти два метода, которые здесь вот я вам указываю, помимо вот этих двух методов, в нашем основном типе, который помечен как dynamic callable, мы также можем писать какие-то другие дополнительные свои методы, которые относятся к этому типу. То есть это у нас минимальные методы, так сказать, которые мы должны быть, да, либо один, либо два, то есть неважно, да, либо этот, либо второй, либо оба. И можно добавить дополнительные методы, которые нам здесь нужны для работы этого типа. Вот. Еще раз повторю, что этот атрибут для программистов, которые используют только Swift, он не имеет какого-то такого большого смысла, да, поэтому он не получит, скорее всего, такого широкого применения. Но он будет полезен тем, кто хочет использовать Swift в таких динамических языках программирования, как, допустим, Python или JavaScript. В принципе, это все, что я вам хотел сегодня рассказать в этом видео. Надеюсь, было понятно и было интересно. И напомню, что вот этот атрибут, он доступен с версии Swift 5.0. Спасибо за внимание и увидимся на следующем видеоуроке.